года. Мы пронесем через года. Раннее утро, соленый воздух, тихая гавань. И лишь изредка проезжающий мимо автомобиль нарушит эту идиллию. Остров любви и красоты. Там, где из морской пены появилась Афродита. Там, где круглый год валяются под ногами мандарины. И где тоже есть наши люди. Здравствуйте. Знакомьтесь, наш первый выпускник Харис Трассу родился на Кипре. Закончил университет дружбы народов в Москве. А сейчас владеет собственной архитектурно-строительной фирмой в Никосии. Это теперь он успешный бизнесмен. И его огромный офис оформлен в стиле каюты капитана корабля. А когда-то ему повезло поймать золотую рыбку буквально за хвост. Я не могу сказать и догадаться, какая была бы моя жизнь, если бы не получал высшее образование. Трудно сказать. Когда Харис закончил школу, Кипр только получил независимость от Британского королевства. В молодой республике еще не было ни одного вуза. Мечта стать архитектором чуть было не разбилась о скалу. Единственный путь в то время для студентов был учиться за рубежом. Но только если, конечно, у тебя была экономическая база. И так как моя семья была относительно бедная, я стал искать возможность получить стипендию из других стран. Я обратился в посольство Советского Союза. Ради того, чтобы увидеть свое имя в списке студентов Университета дружбы народов, ему пришлось преодолеть долгий путь. Во всех смыслах. В то время не было там связь, воздушной связи с Россией, поэтому мы путешествовали на пароходе, но был очень длинный путь. От порта Фамагусти на Кипре мы должны проехать через Латакию, Александрию и потом в Одессу, и оттуда поездом в Москву. После успешной сдачи экзаменов иностранного абитуриента приняли на инженерно-строительный факультет. Разглядывая дома в Москве, будущий архитектор неожиданно для себя влюбился в русскую культуру. Я любил еще посетить Большой театр, музыкальный театр, консерваторию, другие музыкальные площадки, потому что на Кипре в то время у нас таких спектаклей мы не имели возможность смотреть на Кипре. Зато теперь русская речь на острове звучит ничуть не реже русской музыки. Так и просится сказать, Кипр тоже наш. Есть Чайковский, есть Римский-Корсаков. У меня сотни таких дома. А вот и наш второй выпускник, Анастасиос Кузалис. Калимера. Элекс. Ток. Он учился в том же университете, только на 7 лет позже Хариса Трассу. Он более молодой. Несмотря на что он выглядит старше меня, но гораздо моложе меня. Когда раздаются голоса хора Александрова, неважно, из старого патефона или современного планшета, для них обоих останавливается время и стираются любые границы. Самые яркие воспоминания выпускников родного Альма-Матер о красоте русской природы и необъятности русской души. Туристический городок из различных стран. И там послали делегацию из Университета дружбы народов.
Ну, это прекрасное было время тогда, помню. Познакомились с советскими людьми. Ну, это мы воспоминания, это не только об учебе, но только об общении с людьми. Это самое главное. Их рассказы на удивление схожи. Тем не менее, Харис и Анастасиос познакомились не в Москве, а гораздо позже, уже на Кипре. И каждый понедельник вечера мы собирали выпускники. И одновременно организовали и комитет выпускников советских вузов. После учебы в России карьера Анастасиуса тоже пошла в гору. Сначала кандидат физико-математических наук издал книгу о лазерах. Потом Анастасиуса назначили генеральным секретарем Общества кипрских физиков. Бывший президент республики Тасос Пападопулос, покойный Тасос Пападопулос, назначил меня президента Комитета образовательной службы республики. Срок на 6 лет. Без преувеличения этот период можно назвать эпохой больших перемен. По крайней мере, именно таким он запомнился учителям местных школ. Можно сказать, что это реформа Гузалиса. Надо сказать, что президент меня очень поддерживал, бывший президент. Теперь главный реформатор Кипра наводит порядок в делах местной ассоциации русских выпускников и строит наполеоновские планы. Надо преследовать нашу цель. А цель – это консолидация движения выпускников во всем мире. Во всем мире, потому что если оставим эту цель, это будет катастрофа для всех нас. Ирония судьбы или логическое стечение обстоятельств. Но именно в России наши выпускники нашли свою любовь. Харис тоже случайно сел рядом с симпатичной студенткой. И с тех пор они бок о бок. Это я и Агаби, моя жена, в Москве во время учебы. И как будто вчера вернулись с первого свидания. На гастроли известный композитор Микис Теодоракис и его оркестр. И я пригласил ее на концерт. Хорошо. И после концерта я сделал ей предложение. Предложение, от которого не смог отказаться уже сам Трассу, это, конечно, участие в стройотрядах. Он объездил всю Европу и еще полмира, но все равно скучает, не поверите, по целине. Мы построили в основном домики, птичники, вот такие, чтобы помогать местным людям как-то жить лучше. Самые продуктивные и нескучные лекции по страноведению они получили в общежитии и стройотрядах. Мы имели возможность познакомиться со студентами из разных стран. Мы познакомились со своими заботами, проблемами и так далее. Мы видели, что практически между народами нету разногласия. А еще они без слов научились понимать, с чего начинается Родина. Конечно, особенная дружба это между Кипром и Россией, потому что жили там 5 лет, мы чувствовали, что Россия это наша вторая родина. Вторую родину пришлось сменить на первую сразу после вручения дипломов. Вместе с женой Харис Трассу вернулся на Кипр. Это наш долг служить родине, потому что в России, в Москве, вообще в СССР в то время было очень много тысяч, миллионов специалистов. Сразу по возвращению 15 июля 1974 года на острове произошел военный переворот. Переворот длился только 7 дней. Самое страшное была турецкая интервенция на Кипр. И турки оккупировали почти 40% Кипра. И до сих пор Кипр еще
не решил последствия этого вторжения. За год молодой специалист исполнил свой гражданский долг, отслужил в Национальной гвардии Кипра. Затем построил образцовую карьеру на госслужбе, а позже вместе с братом открыл свою строительную фирму. Но все это время не забывал про свою вторую родину. Когда я приехал обратно, я стал сразу членом общества дружбы, и потом я стал президентом общества дружбы Кипр-Россия. А спустя 9 лет после окончания вуза наш выпускник наконец-то реализовал свою главную мечту. Это самая старая макета, это гостиничный комплекс в Пафосе. Теперь без пафоса, можно сказать, каждая вторая гостиница Кипра – его работа. Вот эта гостиница Silver Sands тоже наша, будет готов не на следующий, через год, еще 15 месяцев. Это направо тоже наша Анастасия гостиница. Свой первый отель он построил 40 лет назад. Это для нас в то время был успех построить первую гостиницу в этом городе. А здание все как новенькое. Основная задача – это чтобы все номера смотрели на море. Потому что туристы на Кипр приезжают для моря и для солнца. Его фирменный стиль со студенческих лет – качество и долговечность. Как гранит науки России и ветряные мельницы Кипра. Мы сохранили эту мельницу, несмотря на то, это немножко не для новой эпохи туризма, но это не мешает, наоборот, дает какой-то характер. И вновь в дорогу, дальше по делам. В Российский центр науки и культуры. Кстати говоря, это здание тоже проектировал трассу. Правда, теперь его беспокоит не сам русский дом, а как в нем принимают. Основная цель – это развивать отношения между Кипром и Россией во всех отраслях. Организуем разные мероприятия, концерты, чтобы познакомились один народ с культурой другого народа. Пока Харис сеет дружбу в отношениях между Россией и Кипром, его однокашник Анастасиос Кузалис собирает плоды в своем райском саду. Вот посадил вот лимоны, вот видите, вот эти 3 лимоны вот здесь, яблони, там груши есть и оливковые деревца. Совместными усилиями с русской женой ему удалось вырастить яблони, груши и даже сосну. Правда, больше всего наш выпускник скучает по лесному урожаю. Летом ходил по лесу, собирал грибы каждый день. Все виды я знаю, я специалист по грибам. Вместо грибов на Кипре приходится собирать охапки роз для любимой супруги. Осторожно, они кусаются. Они познакомились на празднике, в день десятилетия любимого университета. И мы совершенно случайно сели рядом, совершенно случайно. И я не знаю, наверное, он на меня какое-то внимание обратил. Наверное, он был завязать тогда какую-то красивый мальчик. дружбу. Да. С тех пор Анастасиос честно признается, его сердце навсегда раскололось пополам. Половину это российские, а другую половину это кипрские. А как насчет его друга Хариса Трассу? Шутки ради, мы решили проверить, насколько он русский киприот. А Анапа или Анапа российская? Оба. Оливковая или растительная? Оливка, конечно. Лево или правостороннее движение? Я привык на левостороннее движение. Зевание или водка? Все равно очень похож одно на другое. Средиземное море или целина? Конечно, Средиземное море. Петр Чайковский или Микис Теодоралис? Оба. Россия или Кипр? Кипр – первая родина, Россия – вторая родина. Итого 7-4 в пользу Кипра. Все же Харис Трассу остался в глубине души истинным киприотом.
в отличие от своего однокашника. У Анастасиуса ничья, а значит, побеждает дружба. Но в любом случае их двери открыты для каждого русского человека, будь то отель, родной дом или уютный сад. Потому что однажды их обоих гостеприимно приняла Россия в самом дружном университете мира. Мы пронесем через